Здравствуйте, Георгий Алексеевич. Мы Здравствуйте. рады видеть вас. Спасибо. Не первый раз вы приходите на заседание Хамовнического суда. Ваше впечатление? Ну, изменилось. Тогда просто, как я сказал, тогда Кафка отдыхает. Это вот тогда было, когда, уткнувшись носом вниз, как и сегодня, человек, по-видимому, с ненормальным зрением, он читает и все время носом в бумаге. Не знаю, почему очки не сделать. Это такое чисто живописное впечатление. А второе, вот, о котором я сказал сейчас одного из адвокатов, я сказал, что в науке, нормальной науке, не коррумпированной, существует всегда среди ученых гамбургский счет, так называемый. То есть каждый прекрасно знает, что он сам стоит, что его коллеги так знают. Он прекрасно знает, каков уровень его научной компетенции, таланта или способности, или результативности и так далее. А сегодня, наблюдая со стороны деятелей юриспруденции, начиная от прокуроров, адвокатов, судей и, соответственно, уже не юриспруденции, а подсудимых, я сразу для себя расставил иерархию потенциала, интеллектуального потенциала, вне зависимости от предмета, рассмотрения, все. Ну, грубо говоря, вот Платон Лебедев. Блестяще совершенно выстраивает свои вопросы. Корректно, точно формулирует. И когда человек, который в этой человеческой иерархии, в этом гамбургском человеческом счете стоит на 3-4 ступени ниже, отвечает ему, то смешно слушать этого человека, и понятно, что сформулировал и к чему привел данный эпизод Платон Лебедев. Но, видно, я тогда Михаилу Борисовичу ответил, когда он мне письмо написал, я ему письмо написал тогда же, еще летом, о перспективах не столько процесса, сколько продолжительности сидения за решеткой. Если все эта власть остается, то, конечно, перспективы мрачные. Но у меня такое ощущение, что в течение 10-12 года здесь должны произойти последствия некого системного кризиса. Это не значит, что он будет разрешен с улучшением, с демократизацией. Нет, он может разрешиться еще чем-то более плохим. Но в период перехода через коллапс, может быть, он выйдет и решит для себя проблему. Оставаться ему в этой стране или уехать отсюда с семьей. Вот так вот. Еще один вопрос. А что вы думаете по поводу сегодняшнего свидетеля? Он пятый по счету пришел, свидетель со стороны обвинения. Да. Ну что, я сказал, что вот в этой человеческой гамбургском счете это человек невысокого уровня, мягко говоря. Даже если он занимает такую позицию в «Газпроме»? Мне не важно, какую там позицию. Вы знаете, как занимаются теперь позиции, особенно в государственных, в огосударственных или чисто государственных организациях. Это совершенно ни на что не это определяет. Вот если бы определялось по гамбургскому счету, то, наверное, система управления, даже такая плохая, как в России, работала бы лучше. То есть, как я понял, он не произвел на вас никакого впечатления? Убогое. Это убогое. Другого слова не найду, потому что остальное обиднее. То есть, с его слов вы так ничего не поняли? Нет, я понял, что он давал показания в свое время на предварительном следствии. Я понял, что его к сегодняшнему допросу готовили, потому что он вдруг вот такую пачку бумаг изъял, вот я у себя нашел. Но это же ясно, что не он у себя нашел, а его прокуратура готовила как свидетеля обвинения и пыталась его научить чему-нибудь. Ну, вроде бы плохо учила. Или неспособный ученик. Все? Ну, еще, может быть, что вы передадите еще раз Михаилу Борисовичу? Да, Клайд, да. Платон за блестящий сегодняшний вот, наверное, не первый раз так блестяще выступает. Это я по «Новой газете» знаю. А Ходорковскому за его оптимизм и вечную улыбку на лице. Вот так.